Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Мы с вами живем в такое информационное время, когда средства массовой информации наравне с мирскими событиями оповещают и некоторые библейские. Ну, такие, как, например, Пасха, вот Рождество, даже в рекламе в метро, и то поздравляют с Рождеством Христовым, крещение и какие-то другие события, ну, в основном православного толка. А сегодня я хочу говорить о крещении, которое будет 19 февраля, и тем самым напомнить, настроить, и, что это тоже один из важных праздников всех верующих христиан, событие, вернее, такое. И не исключено, что, приближаясь к этому дню, средства массовой информации будут оповещать, судя по прошлым годам, где и в каких местах города делаются проруби. Ориентируясь на прошлые года, они назывались где-то Вихвезда, где-то Иордань, где-то еще Купель называли, или как-то по-другому они обозначались и указывали, и приглашались многие. И вы знаете, очень многие приходили, чтобы совершить, так сказать, окунание в прорубь. И окунавшись, кто-то считал, что он уже смыл грехи. Все очень хорошо. Кто-то считал, что он как бы получил исцеление или получит исцеление от каких-то недугов. Также были большие очереди за так называемой святой водой, для каких-то своих манипуляций. И вот в контексте вот этого такого мероприятия, погружения в воду, там, в прорубь и так далее, это все преподносилось как крещение. Но что на самом деле является из себя крещение? Что об этом говорит Библия? Что об этом говорит Священное Писание? Вот об этом тема моей будет проповеди. Само слово «крещение» в переводе с греческого звучит как «баптизма». Оно означает, как бы что-то погрузили в воду и вынули. И отсюда вот пошло название евангельские христиане-баптисты, а вот эти емкости в бассейне так вот между нами называются баптистериями, обозначаются. Надо сказать, что иудеи знали о крещении еще до Иоанна Крестителя. Они требовали самопогружения, самоомовения в воду от тех язычников, которые отворачивались от идолов и хотели верить, принимали иудейскую веру. Веру в одного единого живого Бога, в Бога, который вывел свой народ из египетского рабства, в Бога, Творца неба и земли. И надо еще сказать, что язычество в то время носило очень мерзостный характер. Например, поклонение Богу Ваалу выражалось в том, что разводился большой костер, до красна разогревался, так сказать, металлический бык, и туда бросали младенцев живых, зачастую, которые зачинались или рождались при поклонении какому-то там богу плодородия в сексуальных оргиях. И этим некогда грешил и израильский народ, за что его Господь наказал 70-летним вавилонским пленом. Израиломыслящие язычники, которые отворачивались свой взор, свои сердца от этой мерзости и принимали единого Бога, иудейского, живого Творца неба и земли. И для них было такое ритуальное погружение, омовение, и они назывались прозелиты. Так что израильтяне знали о таком, сказать, как погружении в воду, я назову это как о крещении, чтобы нам было понятно, но только для язычников. Себя же они считали детьми Божьими и причисляли себя к народу Божьему через обрезание. Когда рождался мальчик, то его производили, так сказать, обрезание, и вот он уже с детства вступал в завет с Авраамом. И с этого момента, с детства, израильтяне принадлежали к Божьему народу. И уже особого внимания они как бы на крещение не обращали внимания. И они так где-то, сказать, пожимали плечами, зачем нам креститься, мы и так дети Авраама, у нас и так прямая дорога на небеса, без всякого крещения. И когда мы знаем вот эту детальку,
то нам становится понятно слова Иоанна Крестителя. Я немножечко забегу вперед, когда он их уличал и говорил: «Не думайте говорить, что отец у вас Авраам, ибо Господь может из этих камней сделать воздвигнуть детей Аврааму». Вот. И когда Иоанн Креститель выходит на Иордан на служение, то он начал проповедовать о покаянии. И вот Матфея, 3 глава, вот мы с 1 стиха так и пойдем. 3 главе Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А по отношению к духовной элите Израиля он употребляет, знаете, такие оскорбительные крепкие слова для того времени. Он их сравнивает со змеиным отродьем. Вот. И дальше 5 по 9 стих. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иоанн их уличает, что несмотря на то, что вы являетесь духовными лидерами израильского народа и знаете живого единого Бога и причисляете себя через Авраама к Божьему народу, ваша жизнь ничем не лучше жизни язычников. Сотворите достойный плод покаяния. И действительно, без покаяния крещение не имеет никакой духовной силы. Без покаяния в прорубь войдет сухой грешник, а выйдет мокрый грешник, и на какое-то время получит ободрение от холодной воды. И на этом все закончится. И апостол Петр в первом послании 3 главы 21 стиха предупреждает, что крещение – это не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Глубокое осознание своей греховности ведет к примирению с Богом через покаяние и водное крещение. Иоанн так и говорит: «Я крещу вас в воде в покаянии», 11 стих 3 главы. А в Деяниях 2 главы 38 стиха говорится: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И когда Иисус Христос приходит к Иоанну на Иордан креститься, Иоанн был в недоумении. Матфея 3 глава 14-15 стих. Иоанн говорит: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Христос, имея безгрешную природу, через крещение соединяется с человеками, чтобы взять на себя грехи человеков и искупить их на кресте, искупить своей смертью. И об этом написано в послании к римлянам, 6 глава, с 3 по 5 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны и быть соединены подобием воскресения». И как написано в послании к Галатах, 3 главы 27 стиха, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это вот хорошо осознают, да, наши крещаемые, которые были в прошлом и в этом году. Благословен Господь, расположивший сердца, принять эти души в завет, вступить с Господом через покаяние и водное крещение. Никакие формальные, также немножко, это время крещения Христа, во время крещения Христа были явлены 3 лица божества. Когда Христос вышел из воды, отверзлись ему небеса, и, видя голубя, сошел на него Дух Божий. И тут же с неба донесся голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Таким образом, в событии крещения Иисуса Христа принимали участие все три лица Божества. Еще называют это крещение богоявлением. Отец, засвидетельствовавший о Сыне, Сын, принявший крещение, и Дух Святой, сошедший на Сына, на Иисуса Христа в виде голубя. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. «Никакие формальные окунания в прорубь не смоют с души грех. Только осознание своей греховности приведет душу к покаянию. Только вера в того, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы своей смертью на кресте искупить все грехи людей, дает возможность через веру и крещение иметь спасение души для вечной жизни со Христом Иисусом. И перед тем, как вознестись на небо, Христос произнес такие слова. Марка, 16 глава, 15-16 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Когда человек первый раз слышит о Боге, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Или ему очень повезло, ему подарили Евангелие, например, или, может быть, он приобрел его, и вот читает это Евангелие и растворяет верой. Не прочитал что-то там непонятное и отложил. Нет, а читает и растворяет верой, то через текст священного Писания он увидит всю свою греховность, как некогда и мы к этому прибегали, когда читали, когда сравнивали свою жизнь со Священным Писанием. И понимает, что его жизнь совсем отличается от того, чему учит Святое Писание, потому что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «И когда читающая душа раскается, осознает свою греховность и поверит Слову Божьему, то, как Христос сказал, будет веровать и креститься, то будет спасена. А если не будет веровать, здесь даже не упоминается слово «креститься», то будет осуждена». Ни глубина погружения ни в какие проруби, ни количество погружения не будут иметь никакого духовного значения без покаяния и веры в Иисуса Христа.